Сегодня я хотел бы поговорить о проблеме, которая возникла у нас в лесной отрасли. Первый момент, что деловой древесины становится все меньше и меньше. Качественного леса становится меньше и, соответственно, баланс становится больше. Второй момент, то что цена на лес увеличивается. И это связано не столько инфляцией в России, сколько вот как раз тем, что становится выше дефицит деловой древесины. В таких условиях мы все чаще обращаем внимание на переработку тонкомера и баланса. По идее, если посмотреть на тонкомерную древесину, допустим, возьмем ее до 180 мм, она более поздняя, она плотная, она со здоровыми сросшимися сучками. То есть качество этой древесины выше. Но вот как на ней заработать? Затраты на пиление тонкомера значительно больше, чем на пиловочник. Деловую древесину ее переработать намного проще. Взял бревно, положил и вытянул с него 60-80% годного. С низкосортной древесиной уже так не получится. Есть несколько моментов, с которыми сталкиваются лесопереработчики при работе с тонкомерной древесиной. Это большой объем заготовки. Если брать соотношение тонкомера и пиловочника, то на одной делянке тонкомера будет больше, чем пиловочника. Низкий процент выхода годного. Из бревна небольшого диаметра получится меньше выход годного, чем из бревна большого диаметра. Из бревна большого диаметра мы можем выжать 60-80%, из диаметра 100-180 мы вытянем, хорошо, если 40-60%. При работе с большими объемами требуется сортировка. Ее и так-то перерабатывать не очень рентабельно. А если мы еще вложим деньги в сортировку, то наша маржа еще уменьшится на затраты на сортировку. Низкосортная древесина, тонкомер и баланс, она, как правило, имеет выше конусность, имеются сучки и кривизна низкосортной древесины выше, чем пиловочник. При переработке одного бревна, в любом случае, хоть пиловочника, хоть тонкомера, у нас получается 4 горбыля. Процент горбыля на объем готовой продукции в случае с переработкой тонкомера он будет выше. Его же тоже нужно каким-то образом от станка отводить. Вот 4 этих горбылина, их нужно взять руками, утащить. А кроме горбыля еще есть такое понятие, как древесная лапша или срезка. Вот ее тоже нужно куда-то девать. Если мы будем рассматривать классические станки для пиления, давайте возьмем, допустим, маховые пилорамы, ленточные пилорамы, углопильные станки. То есть это станки, на которые нужно будет положить бревно и дальше с ним совершать какие-то манипуляции, пока от него ничего не останется. Получается, что нам нужно взять бревно, погрузить его, закрепить, а потом, возможно, еще и вывертеть. Тратим достаточно много времени и человеческих сил на переработку одного бревна. Так как процент выход годного с тонкомера и баланса низкий, то и, соответственно, денег от продажи готовой продукции в расчете на одно бревно получится меньше. На таких станках не рентабельно перерабатывать тонкомер и баланс, потому что затраты на переработку одного бревна, они будут выше, чем доходы, полученные от продажи готовой продукции. Чтобы переработать бревно на многопиле, нам нужно сначала из него сделать плаху. Нужно 2 станка. На одном мы станке будем делать плаху, и потом дальше его загоняем в многопил. В любом случае, здесь у нас получается горбыль, древесная лапша, несколько станков, которые будут жрать электроэнергию. Это причем достаточно мощные станки должны быть. Плюс нужно еще будет как-то это все друг с другом соединять. Какие-то должны быть трансмиссии, по которым будет двигаться плаха от брусовочника до многопила. У каждого станка должно стоять несколько человек, которые будут всем этим управлять. В таком случае у нас, опять же, сильно повышаются затраты, а прибыли мы опять не получаем ничего. Есть мощные комбинированные фрезерно-брусующие многопилы, когда у нас плаха, либо там промежуточная заготовка фрезеруется, а дальше распиливается. Но эти станки предназначены больше для пиловочника. Рассчитаны на то, что все бревна будут одинакового диаметра. Перенастроить такой станок с одного диаметра на другой занимает полсмены. Стоят они много. Чтобы отбить покупку такого станка, уйдет несколько лет. А так как прибыль с переработки тонкомера небольшая, то, соответственно, и вот этот период окупаемости он растягивается на многие годы.
Что же нам нужно в этой ситуации? Какой нам нужен инструмент для того, чтобы переработать большой объем несортированной, низкокачественной древесины и остаться в прибыли? Нужно, чтобы станок очень быстро мог менять размер будущей плахи, уйти от сортировки. Одно бревно у нас идет 100 мм, второе бревно идет на 150 мм, третье бревно у нас идет 210 мм. Быстро перенастраивая, мы получаем готовую продукцию разного размера в зависимости от диаметра заготовки. Необходимо, чтобы станок перерабатывал кривые бревна и бревна высокой конусности и был нечувствительным к сучкам. Поэтому, если у нас попадается такое бревно, нам нужно его отбраковать, отнести от станка, да, и тогда мы берем следующее, но опять же это время. И нам нужен станок нечувствительный к этому. Нам нужна поточная подача, чтобы за меньшее время перелопатить больший объем. С каждого бревна получается по чуть-чуть, но если подача у нас поточная, то нам уже все равно, сколько получается с каждого бревна. Нам важна скорость прохождения объема через наш обрабатывающий узел. Еще один момент, который нужно учесть, это меньше горбыля и древесной лапши. Затраты на то, чтобы возиться с горбылем и с древесной лапшой, они тоже могут съесть нашу прибыль. Кустинский завод деревообрабатывающее оборудование взял вот эти вот моменты за основу, спроектировали вот такой станок УТП-250М. Принцип у него такой: плаха формируется фрезами. Почему фрезами? Этим мы сразу решаем несколько вопросов. Фрезы очень легко сдвигать и раздвигать, поэтому мы можем буквально за несколько секунд менять размер будущей плахи. Не нужно останавливать станок, не нужно останавливать привода фрез, мы просто двигаем их, сдвигаем либо друг к другу, либо разводим в разные стороны, соответственно меняется размер будущей плахи. И мы тратим на сортировку меньше времени и денег. Кривые бревна, сучки и конусность для фрезы, они вообще не имеют никакого значения. С пилой так не пойдет, то есть у нее есть момент, когда инструмент входит в заготовку. Фреза, она менее чувствительна к тем процессам, которые идут при соприкосновении заготовки и режущего инструмента. Соответственно, теперь то, что раньше выкидывали или шло на дрова, теперь мы можем перерабатывать. Кривые бревна, высокой конусности, бревна с сучками. У фрезы, в отличие от дискового брусовочника, нету древесной лапши. Вообще нету боковых горбылей. Почему? Потому что фреза все перерабатывает в стружку. Стружка отводится системой аспирации, либо падает под станок и выводится оттуда скрипковым транспортером. Вообще при работе станка УПТ-250М у нас остается всего 2 горбыля. Никакой больше древесной лапши. Соответственно, на то, чтобы оттащить 2 горбыля, нужно меньше людей, меньше затрат человеческих сил, чем на то, чтобы оттащить 4 горбыля. В станке УПТ-250М реализована поточная подача. Мы просто складываем бревна на бревнотаску, которая входит в состав станка, является ее неотъемлемой частью. Они могут идти друг за другом прямо плотненько, без промежутков. Станок УТП-250М был специально создан под ваши запросы. Он делает именно выгодную переработку тонкомера и баланса.